На личе можно пройти. Но сейчас баланс сделали. Айс пара, теперь все. Убирается. Теперь на личе не пройдешь. На ОД можно пройти через Перри. На Леоне можно попробовать через Магуса. Пытаться проходить крипов через... Ну, то есть вдвоем, да. То Леона можно и не через Магуса. Просто можно через Баджужу, через снижение КД, чтобы палец был с наименьшим КД. Баджужу, конечно, желательно. Можно пройти, мне кажется, довольно далеко. Ну, 500 плюс, конечно, проблематично, я думаю. 100%. 5 Бристлбека предлагают. АФК билд. Бристлбек через АФК. Они просто взяли и сделали айс-пары, теперь удаляются в конце каждого раунда. То есть что получается? Что теперь на личе рекорд не побить. Можно и не пытаться. Сосульки удаляются в каждом раунде, после каждого раунда, и все. Чайники бесконечно не летают. Теперь рекорды не увидишь 900 волн. В следующем сезоне. Ой, следующий сезон у нас через 54 дня. Через Перри? Ты уверен, зачем? Я чуть не горю желанием через Перри играть. Такая идеально. Такая идеально. Сразу дисперсия, это просто подкрутка чистой воды. Просто подкрутка. Как будто я сижу и думаю, так, что же выбрать? Тут такой набор способностей, я такой, так, что же это выбрать? О, дисперсия, ладно, дисперсия. Что-то там челик на этом, на сралке какой-то странненький немножко. Он решил, что он выиграет игру, что ли? Да, здесь ОД шансов не было, к сожалению. Ну ладно. А подожди, он вообще нажимал кнопки? Такое ощущение, как будто нет. Опа. Быстрые приемы, воин, мастер, голем. Акс, крутись, крутись, Акс, крутись. Не крутится. Сейчас колючки перестакают и все. Ну какой фейшифт? На Бристлбеке фейшифт? Ну не, сопротивление магии. Какой замечательный ник у него. Просто шикарный, лучший ник.
Заодно и посмотрим, насколько урон увеличится. На 105%. А ловко ты это придумал. Он сильный парень, сильный был, хороший, целеустремленный. Как он меня видел. Зрячий. Фига себе там урона. Алло. Что за... Че он так быстро испарился? Никто не подскажет. Это что было? Да чем этого и было? Алло, это прачечная. Что за дела? Что у вас здесь происходит? Да не бей ты его, он же сейчас... О боже. Зачем его бить? Ну вот зачем его бить? Ты же его ускоряешь, он увеличит его скорость атаки, урон. Как раз под пассивку себе. И увеличить свой вампиризм при этом. Да. Это немножко выглядит странно, но да ладно. Угу. Карапаси. Перекачка. Мистер Дракон. Мистер Дракон даст нам еще сопротивление магии. Бристлбэк Дракон. Бристлбэк Дракон. Это, конечно, очень интересно. Бристлбэк Дракон. Так, а что у нас там вообще? Пассивку не изменили на 15 -м. Получается, что ничего не изменили. Можно и так сказать. Ох, ё-моё. Да. Что-то он какой-то вообще просто рот открывает, такое ощущение, как будто просто воздуха набрать и выкашлять дерьмо, которое у него изо рта вылилось. И то. Потому что он не разговаривает, он просто пишет то, что он думает. А думает он явно не о том. Что-то как-то многовато всего понападало. Урон в секунду 75. Не, ну вообще Fireball прикольная способность. Длительность 8 секунд, длительность горения 2, дальность применения 1400, дальность применения в ближнем боя 600. Урон в секунду 75. То есть получается, что ты усилишь Торчерка, и это будет довольно неплохой урон. Особенно в начале игры, если ты берешь перк себе Агоним, находишь дракона, у тебя появляется Fireball, просто плюешься и все. И можно быстро убить. Очень быстро.
Ну, если ты хочешь выиграть дуэль. Что у нас там по ММРам вообще? Уже 5700. Получается, что из-за того, что Айс пара теперь ставите... Народ, не забывайте лайки ставить. Из-за того, что Айс пара теперь пропадает после каждого раунда, теперь на Личе рекорд не побьешь. И Лич получается теперь говно. Че, духи в соло, да? А браточка это хорошо. Браточка это замечательно. Те, уничтожил. Съел просто. Как на завтрак яичницу. Заглотнул. Дает 0 дополнительной брони. Что, стрим опять затупил? Блин, опять эти инвизоры, господи. Что же вы не уйметесь никак? Как же все любят инвизы. Это чисто тактика называется. Я тебя переиграю инвизом. У меня так переиграть не получится, но я попробую переиграть тебя инвизом. Но вот через пассивку Рики легче, чем тем, что это пассивка, и ты в любом случае уйдешь в нее. А эта фигня уходит в КД. Да, КД небольшой, но тем не менее она уходит в КД, и за это КД можно убить на изи. Там обратки нет. Акс даже не пытается. Да у Акса и шансов там на самом деле-то немного было. Хотя если бы обратка, да, которая усиливается, логично, что больше шансов. Потому что тогда ему нужно выдумывать тактику, как переиграть обратку. Потому что в обратку он просто умирает. Битва мясов. Битва мясов. Я не знаю, как он попал по нему. Как это в него попал? Ну, тут понятно, что бэктрек тоже у ворота считается, но опять же, как ты в него попал? Ой, говорит. Ой. Подожди, она... Пак заведел ультимейт? Я просто не заметил. Показалось, да. Может, я что-то пукаю. Я буквы пукаю. У этого товарища что? Гем, правильно. Тут изи.
Молодец, догадался. Догадался, что у тебя нет шансов. Нажал обраточку. Что там с уроном? Ну да, урон есть. Урон есть, и можно и поесть. Воин устранения. Логично, что урон будет. Причем это макака, у которого еще и флеш-хип под устранение. Здесь 65 к урону. Здесь 12 к урону. Здесь 18 к урону. Урон есть. Туда добавить больше вампиризма, больше броня, интеллект. Здесь на 30% больше урона. Туда добавить больше вампиризма, больше скорости атаки, под сейф и все. Небольшое сопротивление магии можно логично, да? Можно взять матч слэш, чтобы уменьшать урон от способностей. И главное бить. А, уже 644 плюс. Подожди, это под пассивкой. Нормально, под пассивочкой там урона. Крутенько, крутенько, мне понравилось. Меня отвлекли. Без шансов. Эх, блин, как только покупаешь скайста, все. Сразу опа. Потому что 24 к интеллекту. Так, 12% вампиризма заклинаниями. Ого, тупо через омни слэш. Ну да, согласен. Так можно. Подожди, а что с уроном? Да, урона нет. Урона нет. Сегодня без урона. Так, ну золотой буст у нас будет. Но пока что нет. Пока что нет. Но золотой буст будет. Я думаю, на следующей игре появится. Но опять же, может, если перезайти, он появится. Я не уверен. Ай, блин! Это же у меня так ноги болят. Ноги крутит. Ужас, отвратительно. Крипы исчезают, кстати. Причем очень быстро. Ну, логично, да, тут просто эклипс в соло, потому что там не хватает вампиризма, он его не бил. Не, ну как бы, если бы он добавил себе скорость атаки, может бы он его перебил. И пережил бы эклипс каким-то чудом, не знаю. Просто взяв айн-диск, ветра, допустим. Возможно, он бы выиграл. Возможно, опять же. Ну там снижение урона.
есть банально там снижение урона подходит, крутится. А так для срабатывания 4. И с каждым стаком уменьшает урон. На 75% максимальный урон против виза имба. Но логично, что если ты уменьшаешь, например, броню или наносишь магический урон, то проще пробить. Магическим уроном, кстати, намного проще. Подожди, у тебя гонец, что ли? А, не. Что ж ты так быстро бегаешь-то, а? Какой-то слишком быстрый, подозрительно. 400, ветра, тут дополнительная скорость передвижения. Тут дополнительная скорость передвижения. Что-то как-то быстро, однако. Хотя, если бы у него было бы 600, он мне кажется, вообще бы улетал бы просто. Мне кажется, просто улетал бы. В космос. На тебе по лицу. Хорош. А у Сларка нет возможности переиграть этот обратку. Просто нет. Подожди, сколько у нас здесь урона? 135. Ну, маловато, маловато. Понятно, что можно и побольше. Подожди, у нас тут увеличит броню, но замедляет передвижение на 30. С одной стороны, конечно, прикольно, когда, например, у тебя есть мультикаст. Можно настакать брони немножко. Но ты замедлен будешь. Опа. Все, я физик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блин, если учитывать эту способность, она имеет 3 секунды КД, логично, что ее можно с руки нажимать легко и желательно поставить там, где, ну, опять же, мультикаст, например, да, но когда тебя бьют в спину, это особо не нужно. И как бы можно нажимать, если мультикаст, например, да, и просто добавлять урон. Но когда у тебя лишней кнопки нет, и тебе нужно поставить на, соответственно, на эту кнопку, то это лучше убрать. Райан Гослинг. Чувак с ником Райан Гослинг. Эти морды я умею. Получить захотелось. Ну, это бессмертие. Бессмертие на 2 секунды. Увеличить длительность применения. Увеличивает дальность применения. Число атак. Позволяет спрятаться союзного героя на время действия и добавляет одну жертву для каждой атаки. Число атак 4. А с огнем 5. Не, ну это как бы сильно, конечно, неплохо. Что же выпадет?
А, я понял. Говоришь, тоже выпадет? И нам падает куча. Что ж, могу нас поздравить. Я закопан и неуязвим почти. Почти. И что-то мне подсказывает, что мне нужно взять нетерпеливость. Логично, логично. Ай-яй-яй-яй-яй, омни-слэш. Ну, допустим. Да, омни-слэш можно переиграть, но с одной стороны, как бы логично, что слишком много урона залетает. Но опять же, да, мы смотрим, что там Рики, мы пассивка, которая добавляет урон за счет ловкости. Опять же, если смотреть на его предметы, неплохо. Но это не имба, потому что это особо урон не добавляет, только немножечко скорость атаки. Это особо урон не добавляет, только скорость атаки. Это, соответственно, тоже, это тоже. Дайдалус можно, Крэлл Старс, Мом улучшенный, будет гораздо больше атаки. Гораздо больше атаки. Гораздо больше. Именно урона будет намного больше, если взять улучшенный Мом, Дайдалус, да, это уже добавит нифига себе урона. То есть у него будет не сотка, а 400, допустим, да, 400 урона. А Дайдалус с Момом идеально сочетаются. Понятно, что Тараска как бы не особо, когда у тебя приросты силы слабоваты. Но тем не менее, с мастером Тараска и Мом это уже имба. Это уже имба. Крутится, вертится шар, голубой, ты меня не пробьешь. Если учитывать мое снижение урона, оно приравнивается почти к 100%. 48, 78 и 16. 88, 94%. То есть, да, в спину мне можно пробить. Можно. Но это 6% урона. В спину 6% урона. Постоянно фидить. Понятно, что это можно отключить. Но 6% урона в спину это мало. Это мало. Это очень мало. Это ни о чем. Кошмар как мало. Подожди, сколько мне сил надо? А, ну вот так, опа, и все. Логично, что дракон здесь мне ничего конкретно не дает, только скорость. Скорость. Какую скорость? Сопротивление магии. Но мне кажется, она здесь мне не пригодится сильно. Акс, живи, не умирай. У него вампирика нет. А, не, есть. А что, он не прожал его? А, ну хотя он логично на БКБшку нажал. Там урона почти не было. А я думал, он забыл про вампиризм. Бах. Чувак с ником Бар. Хотя у него даже и нейтралка есть на вампиризм. Контрмагия, дальность атаки. Если он закопается, будет опять битва двух куч. Но он меня не пробьет. Он меня не пробьет. Если он будет нажимать кнопки, он сам себя убьет. Не, ну понятно, что меня можно убить, логично.
У меня опять лаги начались. Сколько? 50 кадров? Это странно. «35 к силе, 60% к размеру модели». Да, вот, конечно, моношилд. Это прикольно, но это сюда не вписывается. Почему? Потому что, когда моношилд работает, у меня колючки не вылетают из-за отсутствия урона. Поэтому для Брестелвека вот это... Не. Это, к сожалению, не то. Увы, нет. Enrage? Да, Enrage было бы хорошо. Подожди, а Пак выиграл? Пока имба. Что-то я совсем потупил. Пака против него имба, потому что есть сопротивление магии, и защита от магии. И исходящего урона дофига, плюс голем тоже. Я, конечно, не понимаю, зачем он взял вообще голема. Чисто для увеличения урона и все. Возможно. Возможно, для увеличения урона. Ну, понятно, что голем имба, но у него большой КД, слишком большой КД. Астрал Imprisonment. Хрен прочтешь. Астрал это чтобы кайтить что-нибудь, да, конкретно, чтобы была возможность выжить. Но мне это на крипах не нужно, на дуэли тоже особо не нужно. Лужа. Токсическая лужа. У Старка есть БКБ, но мне кажется, у него нет возможности выиграть. Рот. Мне интересно, что крипы так исчезают. В чем прикол? Они просто исчезают. Да, рот, конечно, прикольно. Рот это прекрасно, это магический урон, который увеличивается от Torture Pipe. Дополнительный урон 90 с огнем, снижение восстановления здоровья 20%. Да, но это не то. О, спасибо. Это то, что мне нужно. Всегда искал. Кстати, Fate Addict не защищает от обратки, да, но он просто дает сопротивление магии. И если ты бьешь с этим магией в обратку и нажимаешь на себе Fate Addict, то обратка не будет наносить тебе урон, потому что обратка возвращает тот урон, который ты наносишь. Удачи. Найс пробитие. Кстати, у него есть возможность меня пробить. За счет вот этого. Но у него урона нет. Если он отключит пассивки, тогда вообще на изи. Тут будет где-то 1500 урона, допустим, да? А, это может быть. И голем. То я испепелюсь. Я просто исчезну. Это нельзя нажать. Кучки. А шторм, крест. Крест не нужен. Рефракшн. Рефракшн против Рики с Giant Страйком, но тут Рики нет Giant Страйком. И Рики меня в спину бы не пробил, только бы если бы он отключил вот это, тогда бы он пробил. А так, когда Рики, например, через Giant Strike прыгает в тебя, да, именно прыгает. А когда в трикозатряд он прыгает, он
соответственно, бьет в спину. Он бы меня не пробил. Но Refraction неплохо против Рики через Giant Strike. А. What the fuck is this? Упс. Варды не взял, гем не успел подобрать. Лицо испарилось. Бывает. Что можно сказать? Здесь идеально. Интересно, я смотрел на свои способности и даже не увидел, что ставку нужно делать. Просто не заметил даже. Мне бы найти Арканистр Армор, брать кредит-код, и будет хорошо. Понятно, что у меня базовой брони мало. Броня увеличивается, когда я регенюсь. Понятно, да? Но крипы вообще пока не пробивают, просто 0 урона. Ой-ой-ой, жопа моя. Жопа чувствует боль. Не в игре, а моя жопа. В игре происходит изи. Изи испепеление карты. Ага. Ага. Magic Lamp. Интересно, насколько сильно увеличивается куча? Ну, чуточку увеличивается. Я думаю, что даже если был бы Тинкерер, намного она бы не увеличилась. Такая чисто была горка. Горка мини-версии называется. Значит, это тоже закопался и бьет с Арктик Бёрном, Булварком по всем. А брони сколько? Ужасно. Ужасно мало брони. Тут, кстати, такой кучей можно довольно далеко пройти. Тем более есть берсеркер, который после нанесенного всего нанесенного урона по мне увеличит урон. Я думаю, что если взять Крещендо, Стекляшку и Ветерана войны, можно пройти далеко. Можно даже первый ход взять. Первый ход тоже неплохо так забустит урон. Ой, не то нажал. Блин, перезарядка ветров 8 секунд, это кошмар. Это слишком много. Слишком большое снижение КД. Слишком большое.
Подожди, сколько? 8,3 секунды КД Фейт Эдикта, почти бесконечный получается, что он будет бить магией, а себя пробивать особо не будет. Тоже факт. Факт. Интересно. Ну да, очень интересно, но нифига не понятно. Кстати, лейтблумер не советую брать вообще. Лейтблумер говно. Не, я знаю, я просто по фану. Просто Аркан, еще Арканор, по-моему, порезали очень жестко, с стал. Я помню, брал, тестировал в демо-режиме. На 80-й волне, по-моему, 99 ко всем атрибутам. Но он как-то раньше сильнее скейлился, я помню, я его брал пару раз по фану. Недавно через спид-демона настакал. Сколько? 1000 стаков спид-демона было. Тысяча стаков спид-демона это неплохо. 900 с чем-то, по-моему, атрибутов. Это было прикольно. Но это было довольно долго, конечно. Кстати, я могу бы и дальше пройти. Я просто не стал проходить дальше. Ликину по один занимает, получается. Раньше спид-демон можно было и 5000 атрибутов иметь. Кстати, Ликину прикольно, что можно там поиграть. Кстати, я хотел проверить этот Магус и косу. Что он теперь? Вот это битва. Это реально битва мощная. Тут была равная битва, кстати. Вот здесь против... Они дрались как раз на равных, потому что и здесь сопротивление магии есть. Неплохой урон. И здесь сопротивление магии неплохой урон. Тут правда, перк Аганим бесполезный по факту. Рики, давай! Мы в тебя все тимы верим. Шутка. Один я только верю. Один раз ты его убил, а второй раз. Сейчас голем закончится. Ой, зря ты выкопался. Не, голем еще висит. Голем еще продлится 6 секунд. Он как раз под конец дуэли. Блин, но он проиграл. Блин. Ему нужно было кайтить. Держать голема, кайтить, и потом под конец, чтобы он не нажал реинкарнацию, кидаешь вот это. Хотя он может нажать БКБшку. Тем не менее. Как говорится, эффект неожиданности, да? Здорово! 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 Не, на ветрах летать это просто космос. 8 секунд КД.
Я бы здесь тоже так сказал, согласен, если бы я против такого Бристлбека дрался. Тут просто накруточка. Я не особо не старался здесь как бы. Мне просто получается, вторая игра, да? Вторую игру предлагают Бристлбека, я решил, ну ладно, окей, возьму Бристлбека. Ладно. Чего уж там. Если игра предлагает мне 2 раза подряд Бристлбека, почему бы не взять? Ну и вот что из этого получилось. Реально лаки мэн. Но это не означает, что следующая игра будет такая же. Тут, если учитывать сборку, я осознаю, что у тебя 94% снижения урона. 94. Подожди, точно 94? 30, 48, 78, 88, да, 94. То, соответственно, что контрспелл здесь особо не интересен. Он дает тебе сопротивление магии, и все. На крипах он ничего больше кроме этого ничего не дает. То есть получается, что в итоге смысла в этом особо нет. Как бы такое. Гейм. Подожди, у него вообще есть? Есть вижен? А у него нет вижена. GG. Ну, кстати, Силер взял. Нифига себе. Знает что-то. Да где Арканист Армора? Ну ё-моё. Ну игра, ну блин, ну как обычно. 1, 2, 3, 3, 2. Как обычно, что-то пошло не по плану. Кстати, вот эти иллюзии, получается, которые создаются от Counterspell Элли, они очень жесткие. Подожди, а вот у этого крипаж получается, что направлено на существо, да? Пассивка. Ну да, он же меня, получается, бьет. Это направленная способность, но написано пассивка. Но она направленная. Я не уверен. По идее, если он бьет в контрспелл, то я его должен ударить. То есть не он мне должен толкнуть, а я его должен толкнуть. Возможно. Серега кошмар. Вот собрался кошмарить. Нет, торрент здесь не смотрится, убери его нафиг. Куда торрент против чела, у которого и Rage, и Fate Edict, и этот Counterspell, и еще и Spaceship на паке, ё-моё. Куда? Торрент? Не. Да, тут лучше бить с руки пытаться. Но здесь логично, что сюда нужно кучу БКБ, чтобы не умереть отсюда, не умереть. Ну, как бы, это не сильный урон, но тем не менее. Вот урон, вот урон. У него слишком много урона. Просто кошмар, как много урона. Ауч. Вот здесь было слишком много урона. Почему? Потому что у него
И здесь исходящего урона много, здесь исходящего урона много. И еще и дрист, который работает постоянно. Зачесалась. Поэтому в меня урона залетает мало, а в него очень много. Соответственно, пассивка перестакивается, колючек вылетает триллион. А у него нет сейва особо. Да, если бы у него был бы Enrage Дисперсия, то я думаю, что он выжил. Выжил бы. Но я бы не умер. 1.8, 1.8. Здесь вот тоже, опять же, да, вот тут на тоненького. Неизвестно, кто выиграет. Эх, обраточка немножечко не вовремя. Блин, тут обратку вообще держать нельзя. Можно иначе сказать. Ее держать нельзя. Ему нужно развеивать. Ему нужен нулифайр, чтобы развеивать его ветра, развеивать его Fate Edict. И тогда нажимать обратку. Потому что Fate Edict можно развеять, а Rage, к сожалению, нет. Rage развеять невозможно. Вот Fate Edict можно. Фейшит, понятно, что нет. Ай, ну не. Ладно. Совсем другое дело. Я не хочу. Не буду. Скиллов нет вообще. Ну, это было почти. Что мне как-то многовато плюсиков. У меня плюс 40 тысяч на ставках. Где ваши деньги, народ? Черт, аж спинка зачесалась. GG. Ура, топ-3. Если топ-2 даже будет, блядь. Мне интересно, до какой волны можно дойти на ОД сейчас. Да? Ну, Кстати, блядь, подожди, у тебя я 92 атрибута откуда? В смысле, от Вейбумера? Так я в демо-режиме тестировал, было меньше. Может и топ-2, блядь. Сейчас посмотрим. Здорово! Получается, что я тестировал не так. Потому что у тебя 95 уже. На 69. Значит, на 80 можно иметь больше. Потом он, Ну, тем не менее, мало. Если нормально жить, 80-й там будет нормально. Но он все равно слабый, да, согласен. Здорово. Но я все-таки в демо-режиме, получается, тестировал неправильно. Было меньше. Было меньше. 97,7 на 70. Получается, на 80 будет больше. Немножко. Еще не время, дружок. По-моему, им всем кранты, не? Наконец-то. Наконец-то я арканистку нашел. А, они прошли. Нормально. Ура, легенда заметила кого? Опа, чирик, да? Айсбласт. Не, ну Айсбласт, конечно, тоже прикольно. Айсбласт по-своему имеет смысл. Я понимаю, что не еба, но он отключает реген и можно переиграть. Не всегда, правда. А Фиола, кстати, убрали из книги призывателя.
Кстати, у этого обстоят дела неплохо. Помню, на Сайленсере играл, и Last Word, Ну да. Last Word наносил 800 тысяч урона на 85-й. Не 800. Почти 700 тысяч урона. Ну, шестой, понятно. Ну, не по соло цели, понятно. Мне этих... Но когда ты увеличиваешь себе интеллект, уменьшаешь сопротивление магии, то это Нихуя. умножает. Множитель интеллекта там 3,3, по-моему. Жесть просто космического масштаба, реально. Fate Addict, Fate Addict. Вообще на каком-то говне живу, блядь. Ну, жив, сейчас говны, конечно. Спасибо всем за игру. Удачи. Все, GG. Как же крипам больно. Блин, 6,8 секунд КД. Кошмар, это ужас. 6,8. Реально, почти бесконечно. Bye, have a beautiful time. Кстати, было бы интересно, да, например, иметь 2 Бристлбека в игре. Вот это вообще было бы жесть. Чисто 2 Бристлбека в игре. Бить морды я умею. Черт, аж спинка зачесалась. Это реально круто. Легко и просто. Блин, те отключатели пассивок, конечно, раздражают немножко. Блин, тут получается, что вообще ничего нельзя менять просто. Теперь я зол. У меня рекорд, по-моему, 270.
Ну, вообще можно убирать этот колючки, потому что колючки могут залагать игру. В лейте, допустим. Здесь колючки особо не нужны. Они реально могут залагать игру. Потому что, например, вампириться могу от этого и от вот этого. Такое колючки можно будет в лейте поменять. Ой. Также иногда осознавать прекрасно, да, вот просто прекрасно, что вот тебе игра предлагает просто сама игра предлагает героя, и выпадает вот это. Ты сидишь просто и кайфуешь. Сколько я раз умер? Один? По-моему, я первый раз умер, и все, больше я не умирал. Да. У меня там первый раз не было возможности выиграть. Это чисто называется доминация и уничтожение. Ну, сейчас этот кританет. Кританул. Почему опять эти крипы, или? И других крипов нет? Блин, как будто боком меня бьет. Смешно. Допустим, в лайте можно поменять первый ход на чистую удачу, потому что первым ходом, мне кажется, что далеко не пройдешь. Он 10 секунд длится, и я думаю, что за 10 секунд я не буду убивать. Но это, мне кажется, будет где-то на 200-й. Я не уверен, не знаю, если дойду вообще. Вот этот крипочек, конечно, да, не хочет умирать. Слишком жирный. Мне кажется, что на этих крипах как раз их нужно собирать вместе. Тогда они быстрее умрут. Чем ближе к дисперсии, тем больше урона. Легко и просто. Вроде как это было всегда так. Да, эффект ослабевает с расстоянием. Активно дисперсия вблизи бьет слишком много. Жалко, вот сейчас, да, у меня нет золотого буста. Мне нет расчета урона, я не могу проверить. Просто не... Ой, я выкопался. Я лох, я выкопался. Случайно F-ку нажал. А чё они появились здесь? Что это за бред? Они должны появиться были не там. Нет, нельзя. У меня счетчик урона недоступен. Но у меня нет вообще буста никакого.
Но разработчик написал, что он мне дал постоянный буст, но сейчас я не смогу его активировать. И кажется, только перезайдя в игру. Да, не мне разраб дал. Зачем мне покупать, если мне дал разраб? Халява. Можно и так сказать. Халява мне, контент вам. Да, без налезия пробивают прикольно. Не, ну тут согласен, всем бы так. Мне чисто для контента и все. Не, согласен, я могу купить и базовый, и золотой буст. Я уже покупал золотой буст. И, кстати, если покупаешь золотой буст, то он заканчивается. То есть я не думал, что у меня он закончится, но у меня он закончился, и мне разраб дал золотой буст, но он мне дал на месяц, получается. А сейчас он мне должен был дать постоянный буст. Короче, разраб такой немножко туповатый. Я думал, он будет поумнее, он немножечко некомпетентен как-то в этой ситуации. Ну ладно, не страшно. Я ни в коем случае никого не это... Никого не обзываю, никого не... Подари буст. Я мирный стример. Не, ну в будущем, если попробовать договориться с разработчиками, чтобы проводить тут, как вот, турики, то может быть что-нибудь и получится, не знаю. А как я тебе передам удачу? У меня нет возможности. Да только через разраба. Если я поговорю с разработчиками, чтобы, например, мне как-то платили, да, за проведение туриков, то я бы раздавал удачу. Например, там раз в неделю, да. Там собираем 50 человек, допустим, да. Ну или раз в месяц собираем там 50 человек, допустим, да. Собираем определенное количество рублей на турик. Всех записываем, то, правда, куда не знаю, и проводим. Соответственно, первое, второе, третье место получают славу и удачу. Видел обнову? Обнову видела, что? А, Шартлича, да, видел. Рекорды, все, отменяются. Так, самое интересное, что это баланс написали, баланс. Какой нахрен баланс? Как минимум можно было бы в Дискорде просто конкурс проводить на розыгрыш буста или удачи. Вовремя, да. Ну, в Дискорде тоже можно проводить конкурсы, да. Это я согласен, но я ж не владею Дискордом. К сожалению, Дискордом я не владею. А, ты из разрабов, я понял. Удачи, спасибо. Не-не, шарт не изменили.
А теперь айс-пары, которые сосульки ставятся, они исчезают после каждого раунда. Да, играй next, окей. А ты у меня в друзьях, что ли? Ну и ну. Легко и просто. Не хочет умирать крепочек. Бить морды я С шардом Лича ничего не сделали. Просто те сосульки, которые появляются, они исчезают после каждого раунда, я же сказал. Сосулька появилась, раунд закончился, и сосулька исчезла. А, ты стрим снайпер. Бывает. легко и просто. Попробуем. Попробуем через чистую удачу. О, черт, аж спинка зачесалась. С рандомами, ну, согласен, да. С рандомами бывает неинтересно. И привет, и здорово. И то только 2 раза в день за стрим с нами. Да я вот сам приболел. Немножко простудился. Чувствую себя как-то вот не ахти. По-моему, там по 13, по 32 тысячи крит вылетает, да? 30. Да, ну пытаюсь. Таблетки вроде есть. Какие таблетки пить знаю. 24 тысячи крит. По-моему, там даже 95 тысяч крит было, или мне показалось. 154 крит. 154. Алло, это что это за крит такой 154? Нормально. Вот теперь я зол. С дисперсией, да. Но именно в дисперсию наносится тот тип урона, который ты вносишь. Соответственно, у них физический. Они же с руки бьют. На дисперсии возвращает тот тип урона, который ты вносишь. Как и обратка. Легко и просто. Кстати, урон настолько большой, что все равно колючки вылетают. Видно, что они не пробивают, но колючки все равно вылетают. Аж спинка зачесалась. Бить морды я умею. Это будет надолго, мне кажется. Зато они почти одновременно умирают. И это прекрасно. Потому что этих крипов нужно убивать одновременно. Интересно, когда же игра залагает? Или не надо, чтобы игра залагала? Потому что, мне кажется, скоро она начнет лагать. За счет количества расчета.
Это будет очень скоро. Может, на 230, если дойду, правда. Удивительно, пока не залагивает. Вот всё серьезно удивительно, то, что она пока не залагивает. Кстати, у меня, нифига себе, 45 тысяч на ставках. О. Ну потому что тут были огромные ставки последние. Прям реально огромные. Нет, смысла нет увеличивать ловкость. Нет смысла увеличивать интеллект. Потому что это незначительно увеличит урон от обратки, допустим, когда она горит. Это незначительно увеличит урон от крутилки, которая дамажит и так не сильно. В процентах из блок. Не, это так не работает. Интеллект не увеличивает процентно физблок. Ловкость увеличится, да. Он будет блокировать именно ихние тычки, да. Это добавит немножко живучести, но не сильно. Я не вижу особого смысла. Я понимаю, чем больше брони, тем меня тяжелее пробить, это понятно. Но я ж не буду тут сидеть до 500 волны, я не пройду. И броня, к сожалению, мне в этом не поможет. Вот снижение урона поможет. Броня нет. Увы. Как бы я согласен, ХП сильно не поможет. Я могу качать и ловкость, допустим, да, и силу. Тут я уже почти не пробиваю, кстати. Но только включается Enrage, 0 урона просто, 0. Вообще нет. Пассивка гусеницы. Что такое пассивка гусеницы? Да, тут колючки вообще не бьют. Что за пассивка гусеницы? Не, пассивка Андерлорда ничего не даст. Она, к сожалению, да. Она снижает урон на 35%, и они тогда в себя в дисперсию будут еле пробивать, и будет дольше деф. К сожалению, увы, не поможет, не нужно. Тут надо что-то другое. Можно медведя забузить. О, кстати, вот это идеально. Я нашел. Легко и просто. Я нашел то, что нужно. Подкрутка левел 1000. Да тут, скорее всего, не то, что левел 1000 тут. Тут просто с самого начала игры Lucky Man. И все. У меня уже рука болит конкретно, ё-моё, чё он так болит? Вроде ж ничего не делаю, блин. Да, наверное, все-таки из-за того, что приболела. Организм воспаленный как-то вот ведет себя не очень. $1198 регена. Не, он себя не пробивает почти. Вроде криты вылетают, но он себя не пробивает особо. О, в обратку пробивает, когда активируешь.
пассивную обратку не бьет и в дисперсе. $50 000 крит. У этого крипа 600% крит. Ну вот, 210 волна, и я прохожу ее с трудом уже. Потому что у них броня увеличена, у них 94 брони. Да, они себя пробивают, но еле-еле. Здорово. И вот меня, к сожалению, убьет Бруда. Я не думаю, что если она будет на 220, она меня убьет. Вряд ли, конечно, сомневаюсь. Не знаю. Ого, лаги. Но я думаю, что есть шанс, что я умру. Но у меня 2 Егиса, еще и Берсеркер. Так что есть вероятность, что... Тут, конечно, можно попробовать поменять Enrage. Найти какой-нибудь БКБ, потому что БКБ нужно. БКБ, к сожалению, нужно. Оно в любом случае нужно. Потому что отключение пассивок и все, я исчез. Привет, привет. Привет, привет, как в той песне, да? Пока-пока. Откуда там криты по 200? Откуда? Что это за криты такие 200? Вообще не понимаю. А вот и испаряемость. Ой. Не надо меня бить. У них магический урон. Эти меня пробивают. И вот здесь даже видно, что у меня урона очень мало, и я не могу отвампириться вообще никак. То есть у меня вампиризма 0. Да не надо мне меда, зачем? Я что, здесь на 200 волн, что ли? Я уже 200 прошел. Уже умираю. Enrage здесь вообще не спасает особо. Ничего не дает по факту. Поэтому от Enrage можно избавляться. Я даже не знаю, что здесь может зарешать. Булварк какой-нибудь. Просто шилд. Не знаю. А, Frost Shield. Не, он ничего не даст, к сожалению. Frost Shield ничего не даст. Опять Enrage. Да, мать твоя, за ногу. Какого фига, блин? Почему все одно и то же падает, ё-моё? Интересно, это вообще имеет смысл?
Кстати, всего лишь 300%. Вообще ни о чем. Но это не усиливается, вот в чем прикол. Что это не усиливается, что это не усиливается, именно ответный урон этим и вот этим. Поэтому пассивка ЦМки здесь не нужна вообще. Бери колички, ломай игру. Да, походу. Да я вот этого, походу, не пройду. Все, конечно. Снова за дело! Еще нет. Но это уже грань, потому что этот крип слишком сильный. Мало того, что он один, у меня против соло-цели шансов вообще нет. Блин, ну это КД, 18 секунд. Снижение урона 25%. Не, слабо. Опять медведь. Блин, почему они так быстро умирают? Офигеть. Чё они так быстро умерли? Алло. Это что было? Охренеть, чё они так... Чё они начали так быстро умирать? Алло, игра. Это из-за того, что у них увеличение урона? Или чё? Крипы начали слишком быстро умирать. Тут, кстати, можно найти снижение урона, снижение брони, и тогда они будут себя пробивать. Вот раньше Хардпирсер, да, была. Она срабатывала при любой способности, даже при крутилке. Она снижала базовую броню. Не, она снижала всю броню. Можно было дальше пройти. Бля, крипы начали исчезать. Что за бред? Алло. Нет, титана пассивка не работает на крипов. Потому что у них не базовая броня, у них дополнительная броня. Базовую броню, да, она уменьшит. Но у них нет базовой брони. У них 4, базовой брони 4. Дополнительно 98. Вот если была возможность как-то уменьшить дополнительную броню. А как это сделать? Гоу с подписчиками? Да сейчас доиграю. Это реально По-моему, мне кранты. Охренеть, я просто испарился. Ну ладно. Вдруг, да, внезапно.